X88 Pro Plus на процессоре Rockchip 3368 у нас на канале. Поехали, ребят. Привет, это Технозон. И очень часто меня в комментариях просили сделать на нее обзор. Я от нее отнекивался, потому что это столь специфичный процессор Rockchip 3368. И настолько я не хотел с ним связываться. Я просто знаю, этот процессор, он работает хуже, чем Rockchip 3328. Но все-таки коробка такая есть. Если подписчики просят, то я как бы отзываюсь, если у меня есть такая возможность это сделать. Что мы здесь имеем? Мы имеем 8-ядерный Rockchip 3368. 4 ядра энергоэффективных до 1,2 ГГц, плюс 4 ядра высокопроизводительных до 1,5 ГГц. Это 8-ядерный процессор по аналогу S912 Amlogic. Но в отличие от Amlogic у него нет ни автофреймрейта, то есть автофреймрейт здесь не реализован. И плюс производительность его, я так подозреваю, что здесь тоже еще вопрос прошивки, производительность его в тротлинг-тесте показала ни много ни мало около 28 тысяч джипс, что конкретно ниже даже, чем у 905X процессора. Это уровень там 905W процессора. Ну, я не знаю, либо реализовали так, потому что процессор заявлялся достаточно давно, и заявлялся он как конкурент S912 процессору, но мы видим, что мы видим. Мы в этом тесте покажем максимум, на что это способна приставка, и для тех, кто не готов смотреть нудные тесты, я вам могу рассказать в двух словах сразу, что мы с вами получим. Для начала, мы здесь имеем 4 гигабайта ОЗУ и 128 гигабайт хранилища. Но, что это за хранилище? И что это за память? Память достаточно дешевая. Скорость копирования памяти составила 600 мегабайт в секунду. Это один из самых низких показателей, которые я видел. Плюс у нас USB 3 порт, он постоянно проваливался в какой-то даун, то есть у него скорость чтения, последовательного чтения была 18 мегабайт в секунду. При этом это минимальная была еще ниже, 16 мегабайт в секунду. А непоследовательное чтение вообще там вываливалось в 2-3 мегабайта в секунду, и посмотреть жесткого диска фильм у вас не получится. Плюс в ней нет HDR как такового, только 8-битный цвет. Любой HDR ролик на ней не воспроизводится. 5 гигагерцовый Wi-Fi, который здесь заявляют, он, откровенно говоря, отвратительный, 40 мегабит максимально, что мы из него получили, плюс стоит LAN RJ45 на сотку. Все эти подробности вы можете посмотреть дальше в обзоре, но я вам скажу, что есть у нас с вами на боках. У нас есть разъем питания, есть SPDIF, есть HDMI, есть LAN на соточку, есть у нас USB 2.0, USB 3.0 и разъем для TF-карт. Больше ничего на ней нет. В комплекте у нас также вот такой вот пульт и кабель HDMI плюс блок питания на 5 вольт 3 ампера. Что самое интересное, 3-амперный блок питания. Неужели он такой мощный, который не может даже проиграть нормально YouTube или фильмы с жесткого диска? Короче, единственное, что мы смогли на этом ТВ-боксе, это проиграть YouTube 720p и проиграть IPTV телевидение. Здесь стоит, кстати, ускоритель PowerVR Roger G6110 или G6101, не помню уже, но это край слабый видеоускоритель для Smart TV бокса. Но в любом случае ссылка лежит в описании под видео. Если вам интересна цена, пойдите посмотрите вообще, что китайцы просят, вернее, какую цену китайцы просят за это творение из Поднебесной. Единственное, что мне в ней понравилось, это то, как она светится. Это, по-моему, ее единственный плюс. Ну и в принципе, покупать ее или не покупать, рекомендуем мы ее или не рекомендуем, я вам советую посмотреть в резюме нашего видео. А также вам советую нажать подписаться, колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры Smart TV боксов, гаджетов, программ, всего очень много интересного. Также у нас есть розыгрыши ценных призов, подарков. Ссылка на условия очередного розыгрыша лежит в описании под видео. Также в описании под видео есть альтернативы данному боксу, которые мы смотрели, вернее, которые мы тестировали, обозревали, и именно в этой ценовой категории мы их рекомендуем. Ну, а сейчас мы переходим к самому обзору, и я говорю вам, поехали, ребят. Ну что, оценивать сие чудо начнем мы с интерфейса. Интерфейс привычный для X99 серии, X88 серии. Ну, как бы, я так понимаю, что пилит их один завод, а разные фирмы покупают себе OEM. Я это уже видел на X99, но это X88 Pro. И, конечно же, я хочу включить сразу же мониторинг температуры. Это просто обязательно. Потому что, во-первых, Rockchipы славятся тем, что они уходят постоянно в перегрев, а во-вторых, мне нужно оценивать тротлинг этого самого Rockchipа, потому что если мы будем понимать, что он тротлинг, то нам с этой приставочкой не по пути. Так, поехали. Сразу же посмотрим. Слушайте, насчет интерфейса. Дело в том, что интерфейс вот этот вот крайне удачный. Почему? Потому что он показывает не избранные приложения, то есть вы не можете сюда назначить приложения, которые вы используете, а показывает последние использованные. Это
знаете, такое замена тому, что они, вот замена навигационному бару, замену переключению этих самых последних приложений. При нажатии на эту кнопку вы просто-напросто сбросите приложение по умолчанию. Крайне удобно, мне это не нравится. Есть у нас очистка памяти, сейчас попробуем, насколько она действенна. Она работает, она убила мою вот этот вот CPU float. Вызовем обратно его. Пойдем в AIDA 64, посмотрим, что же за чудо такое этот Rockchip 3368. И мы видим, что это X88 Pro 3368, 4 на 128, центральный процессор, 8-ядерный процессор Cortex A53 до 1,5 ГГц. Что это значит? Это значит, что у него есть 4 энергоэффективных ядра до 1,2 ГГц, которые вот мы видим сейчас с вами и работают. И есть 4 высокопроизводительных до 1,5 ГГц. Это, знаете, такой себе аналог S912 процессора. Но насколько он аналог, конечно же, будем сейчас разбираться. За отображение у нас отвечает PowerVR ROG G6110. Это очень слабый видеоускоритель, на самом деле очень слабый. Сеть есть 5 и 2,4 ГГц, есть LAN RJ45. Температуре доступ у нас есть, мы уже с вами определились. Кстати, температура, у нас AIDA выкидывает. Кстати, я вот это хотел вам сказать, что очень многие приложения просто-напросто у нас уходят в перезагруз. Смотрите, вот мы сейчас выберем температуру, и он у нас выкинет из AIDA. Пожалуйста, вот такая вот ситуация. То есть мы с вами имеем вот такую вот неприятную ситуацию на данный момент. Насчет шторки. Шторку мы подняли с помощью Material Notification Shade, то есть шторка у нас есть, и у нас еще прилетело обновление. Вот буквально только обновили, не знаю, насколько оно работает или нет. Вы видите здесь в приложении FRD. Многие из вас скажут, нахрена я его ставлю на Rockchip процессор. Ребята, я FRD ставлю для того, чтобы показать тем умникам, которые мне говорят, что на Rockchip я поставлю FRD, он будет работать. Он не будет работать. Он не рассчитан на работу с Rockchip'ами, с Allwinner, с другими процессорами. Он рассчитан на работу только с AIM-лоджиками. И то, если есть у нас root права. По тротлинг-тесту мы проведем с вами достаточно короткий тротлинг-тест, вы поймете почему. И я буду очень сильно наблюдать за тротлингом процессора, то есть у нас сейчас он в простое 70-74 градуса. Мы стартуем, я остановлю, когда увижу, что уже все. На старте мы видим с вами сразу же просадку, это вот Rockchip 3368, и по ядрам я вам скажу, что он сразу же тротлит. То есть сейчас у нас должно быть нижнее 4, 5, 6, 7 ядро работать на частоте 1,5 при максимальной загрузке. Но он не работает на частоте 1,5, а это значит, что он ушел в тротлинг на старте. И при этом вообще частота падает до 816, это значит, что он тротлит очень сильно. В принципе, это даже заметно на интерфейсе. Интерфейс сам по себе протормаживает, ничего хорошего нет. Давайте подождем буквально хотя бы пару минут и посмотрим, может быть, ситуация исправится, какие-то приложения выгрузит, и мы получим более-менее замечательную картинку. Вот приближается у нас 5-минутный барьер, мы видим, у нас были провалы, и вот сейчас оно приближается к 5 минутам, и опять у нас пошли провалы по процессору, по тротлингу. Он ни разу не достиг своей максимальной частоты 1,5 ГГц, я сидел на это все смотрел, и я понимаю, что можно останавливать этот тест. Тест, откровенно вам говорю, провальный, то есть он провальный во всех смыслах этого слова. Если мы посмотрим с вами на производительность, то это максимальная 28-141 GIPS, чтобы вы понимали, это даже меньше, чем у 905X процессора, серьезно вам говорю, то есть средняя 22400 и минимальная 10243 GIPS. Это просто ни о чем вообще, то есть 82 градуса была максимальная температура приставки. Как бы для Rockchip'а еще и не сильно греется, но мы имеем, что имеем. Поехали CPDT-тест проведем, потому что мы с вами должны понять вообще, что здесь за память и что здесь за USB порт 3 стоит, потому что у меня уже много вопросов. Наша цель протестировать сразу же, скажем так, и USB 3 порт, и скорость чтения памяти. Поехали, последовательная запись, и уже потом будем разбираться по всем этим самым показателям. Мы используем USB 3 жесткий диск, не жесткий диск, а SSD на USB 3, который должен работать до 400 мегабайт в секунду. И вы знаете, по результатам теста они уже готовы, мы можем их оценивать. Это вкрай низкая производительность. Чтобы вы понимали, USB 3 порт у нас
читает, вот он начал хорошо, вот если посмотреть по графику, он выдал сначала максимальное значение, а потом ушел в минимальное 18 даже было минимальное, 18,68. То есть если он в последовательном чтении выдает 18,68, то это, конечно, печаль. То есть вы максимальный битрейт файла, который вы сможете просмотреть через этот USB 3 порт, это 149 Mbps. 149-44. Ну, в принципе, этого должно хватить, но чтобы вы понимали, этот файл должен быть записан вообще полностью прямо. Мы с вами сейчас попробуем, кстати, Gemini проиграть с этого жесткого диска, но я такой низкой производительности еще не видел. Также у нас есть с вами произвольная запись в 940 килобайт в секунду, это ужасно. Произвольное чтение 2,05 мегабайта в секунду. Если ваш фильм будет кластеризирован в различных частях диска, то скорость будет крайне низкая, иногда могут наблюдаться фризы. Копирование памяти тоже одно из самых низких. Даже на самых дешевых iMlogic приставках я видел как минимум 1 гигабайт в секунду. Здесь 654 мегабайта в секунду. То есть это говорит о том, что производитель просто-напросто, выпустил нечто вообще непонятное. Нам остается с вами проверить еще тест сетевых возможностей и будем уже переходить к мультимедийному. Играть мы на этом не сможем, это я говорю сразу. Он тротлит и производительность процессора крайне низкая. Подключены мы сейчас к 5 гигагерцовой сети. Давайте выбираем. Слушайте, очень все тормозит. Весь интерфейс, он просто тормозит. Подключен он сейчас к 5 гигагерцовой сети. Выбираем с вами тестовый сервер нашего провайдера. И мы получаем на 5 гигагерцах в край низкий показатель. 40 мегабит в секунду. Даже ниже. 38-39. Это невероятно низко. И на выгрузку 22 мегабита. 23. Ребят, 5 ГГц так не должен работать. Если вы думаете, что это 2,4 ГГц, то давайте переключимся на 2,4, посмотрим, что у нас там вообще будет происходить. Да, это была 5 гигагерцовая сеть. Выбираем 2,4 ГГц, нажимаем подключиться. Слушайте, вот все, знаете, такое заторможенное. Я нажимаю что-то, допустим, подключиться, оно долго думает. Нажимаю кнопку назад, это все долго думает. Давайте выберем обратно наш спид-тест. Нажимаем нажать спид-тест, он долго загружается, это все очень долго загружается. Нажимаем опять начать. И толку, что здесь 128 гигабайт хранилища, для чего они нужны. И здесь еще все хуже, то есть 27. Кстати, я вам скажу, на фоне 5 гигагерцового Wi-Fi этот еще неплохо работает. На 21. Не знаю, вот как-то мне кажется, что вообще какая-то НАЕ с этим 5 гигагерцовым Wi-Fi, который здесь есть. Давайте вставим с вами Lana J45, может быть они ее позиционируют как приставку, которую нужно засовывать шнурок и сидеть со шнурком на привязи. Попробуем, давайте нажимаем начать. 100. Это 100. То есть, имея голимый модуль на 5 ГГц, они сюда еще всунули 100. Не знаю, зачем они это сделали, но это в край неудовлетворительные результаты, как мне кажется. Вот, слушайте, нажимаю назад, и выйти невозможно практически. Все, с системными тестами закончили, меню рассматривать не буду, там вообще ничего интересного нет. Идем с вами на жесткий диск и будем тестировать. Давайте проиграем Gemini Man. 68 гигабайт на стоковом видеопроигрывателе. Насколько он может вообще декодировать, мы должны понять. И ждем. И ждем. Опача, ребята, в HDR фильм превратился в вот такое вот говно. А знаете почему? А я вам скажу. Мы сейчас с вами пойдем в меню, я вам объясню почему. Потому что данная приставка не поддерживает HDR. А знаете, что у нее в настройках HDMI вы не увидите ни HDR, а в разделе Color вы увидите только 8-битный цвет. 10 бит здесь нет, и поэтому HDR нет и быть не может. Все, то есть тема HDR закрыта, тестовые ролики HDR сейчас еще попробуем для подтверждения нашей теории, но мы уже с вами увидели, что тяжелый фильм с жесткого диска, какой-то 4К HDR мы с вами воспроизвести не сможем. Jellyfish 120 Mbps, 4К, 10 бит, поехали, должен тоже проигрываться на стоковом видеоплеере, и у нас не удается воспроизвести видео почему-то. Давайте проиграем на каком-нибудь другом, на Vimeo Media Player, например. Слушайте, неужели здесь еще и с кодеками вообще проблема, а? Давай. С аппаратными я имею в виду. Нет, вы знаете, Vimeo тупо набирает буфер и не проигрывает его.
Слушайте, я как-то понимаю, что у нас есть проблемка. И проблемка такого разряда, что 10-битное видео, оно не проигрывает. То есть фактически приставка не способна декодировать 10-битные видео. То есть это мертворожденный процессор 3368 от Rockchip. Какой-то переходный. 3328 даже лучше работает. Да, он греется больше, но он даже лучше работает, чем эта 8-ядерная Guano. Все, вот мы видим. А давайте, слушайте, эксперимента ради мы с вами запустим 4К без HDR. Вот, и это сразу нам закроет все вопросы. Вот мы запускаем. Слушайте, а тормозит-то как? Твою ж мать. То есть вообще выбирать ничего невозможно. Это просто трэш. И Sony Triluminous Demo заработало, но при этом оно работает с жуткими фризами. То есть мы видим с вами жуткие фризы. Немного проиграло и все. 77 градусов в тестовом ролике. Это уже запредельная температура, я так понимаю. Он не переключился на высокопроизводительные ядра. Кстати, ядра тоже идут в разнобой зачастую. И тротлят даже младшие ядра. То есть, вот, знаете, там обычно энергоэффективные ядра, они нормально. Но когда он воспроизводит какое-то 4К видео, он должен переключиться на высокопроизводительные ядра. В данном случае ядра не переключались, а работали низкопроизводительные, но даже не на максимуме. Сказать, что ему хватает производительности, не скажу, потому что все тупо троллит. Не знаю я, что здесь еще можно, ну, блин, я вот даже затрудняюсь. В HDR ролики не работают. Давайте Samsung 7 Wonders попробуем. Ну давайте, вот есть у нас 4К демо простой от LG в 4К в MP4 контейнере. И здесь тоже у нас профризовка полная. То есть мы понимаем, что данный ТВ-бокс не способен нормально декодировать видео. Вы не сможете посмотреть на нем хорошие фильмы даже с жесткого диска. Давайте еще попробуем YouTube. Попробуем с вами проиграть, я не знаю что... Торрент, какой торрент? IPTV телевидение. Слушайте, а переключается все ужасно. Она нереально тормозит, нереально. То есть мы с вами, пропустили HD канал, вообще интерфейс в лаге ушел, это невозможно. Процессор тротлит до не могу, то есть он сильно тормозит, и при этом частоты падают. Я бы уже даже это, ну давайте хоть какой-нибудь канал запустим, ну уже давай запустись. Что самое интересное, он вот единственное, что он может, это воспроизводить HD каналы и то пережатки, вот демо, например, то есть вот IPTV это все, что он может. Это справедливости ради могу сказать, что с IPTV телевидением здесь вопросов нет. Но хотя еще включить это IPTV тоже целый квест, потому что сам по себе интерфейс лагает, да не могу. Но IPTV телевидение работает. Это единственное, что мы на нем смогли запустить пока что. Давайте, в меню не выходит. Давайте еще YouTube с вами проверим. Запустился YouTube, перейдем на наш канал. Я уже могу сказать, слушайте, очень сильно лагает. Я уже могу сказать, что ничего хорошего из этого не получится. Если вы посмотрите на частоты процессора, то они работают в самом-самом говняном режиме, в каком только можно себе представить. Ну, давайте запустим 4К 60 FPS ролик, посмотрим, что у нас будет. Еще и запускается с такими тормозами, что это просто жесть. Я понимаю, что в диком тротлинге. То есть использовать эту приставку просто невозможно. Она висит. Она висит, ребят, она висит. Я не могу даже определить максимально, на что она способна. Это, кстати, чтобы вы понимали, Full HD сейчас. И на Full HD, на фулке она очень сильно подвисает. Давайте качество хотя бы... я даже не могу качество выбрать. Слушайте, я нажимаю. Давайте качество. То есть ты нажимаешь и ждешь. Вот ждешь, пока вылезет меню. Ага, качество вылезло. Давайте 720p хотя бы выберем. И выберем диагностическое окно. Давайте диагностику и поехали. 720p. 720p 60 FPS заработало. В качестве выводов скажу, что не поиграть, не посмотреть фильмы, не посмотреть 4К YouTube вы на этой приставке не сможете. Я не говорю уже о, допустим, 4К, вообще ни о чем не говорю. То есть вы можете посмотреть на этом Smart TV боксе IPTV телевидение. Это максимально, на что он способен. Больше ни для чего мы его рекомендовать не можем. Мы вообще его не можем рекомендовать, поэтому мнение команды Технозон, что этот Smart TV бокс это мертворожденный TV бокс, хотя он получил
получил прошивку, новое обновление, он ничего нового нам не показал. Он жутко тротлит, жутко греется, и нам этот ТВ-бокс не интересен. Но если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят.